DayZ у игрока всего лишь одна цель – выжить как можно дольше. Так думает большинство игроков, ведь по-другому и нельзя. Однако в игре есть предыстория с дальнейшим раскрытием сюжета, который заморочен очень сильно и имеет очень большое количество деталей и фактов, которые помогают остановить взаимосвязь между всеми событиями. В DayZ, к сожалению, мы можем узнать только примерный сюжет именно апокалипсиса, или как его называют, чернорусского кризиса. А для того, чтобы узнать предысторию Южного Загорья или всей Черноруссии, придется поиграть в Арму 2 и почитать в интернете статьи про историю Черноруссии, где мы узнаем все, что нам нужно. Жаль, конечно, что в DayZ нам такого не дали. Но не буду тянуть, берите с собой чай, а мы начинаем. Первые упоминания о стране датируются пятым столетием, когда долина рек Бурная и Светлая были заселены племенами скифов и кочевников, которые позже основали государство Карзерк и Такмир. Центр современной Черноруссии был основан в дельте реки Бурная. Славяне, населявшие данный регион, постоянно отбивались от мусульманских кочевников с юга. Таким образом, связь с Россией оставалась всегда крепкой, так как Черноруссия всегда нуждалась в помощи, но при этом она оставалась независимой. В XIII веке Тарас Козуб объединил разнореченное герцогство. Появившееся в XII веке в таком виде Черноруссия просуществовала до 1631 года, когда добровольно присоединилась к России. После Октябрьской революции 1917 года Черноруссия стала Чернорусской Советской Социалистической Республикой, сначала в составе РСФСР, а после в составе СССР. В 20-е годы Чернорусская ССР была одной из первых республик, которую затронула коллективизация, ввиду обширных сельскохозяйственных угодий, превратив Чернорусскую ССР в сельскохозяйственную житницу Советского Союза. Индустриализация тоже не обошла Черноруссию стороной. В крупных городах стали возводить крупные предприятия, дав Черноруссии место в списке технологических лидеров Советского Союза. Период с 60-х по 82 год принято называть расцветом социализма. Черноруссия смогла восстановиться после Второй мировой войны, отстроить множество предприятий промышленности и сельского хозяйства. В июле 1991 года власть в республике была захвачена так называемой Демократической партией. После, в Беловежской пуще, Республика Черноруссия получила независимость от Советского Союза. Зарождение ЧДКЗ мы пропустим и перейдем к основным действиям Армы 2. Давайте для начала разобьем все группировки на стороны. Первая сторона – Оппор. Это ЧДКЗ. Они выступают за присоединение Южной Загорья к РФ. Следующие участники стороны Оппор – это РФ. Они хотят подавить весь военный конфликт вообще, но не спешат вступать в него, пока не знают всей правды. Вторая сторона – это Блюфор. Чернорусские силы обороны, ЧСО. Армия Черноруссии. Они стремятся к подавлению конфликта и уничтожению ЧДКЗ. Вторые участники стороны Блюфор – это США, которые заинтересованы в помощи Черноруссии и подавлении конфликта. Следующая, третья сторона – это независимые, которые в союзничестве с Блюфор. Это НАПА, повстанцы, которые выступают за урегулирование конфликта. 9 октября 2009 года США вводит экспедиционный корпус морской пехоты в Чернорусь, и после совместной миссии с ЧСО им получается захватить Черногорск и Электрозаводск. После этого вторжения
ЧДКЗ начинает терпеть поражение за поражением. Полностью разворачивается и активизируется группировка НАПА и начинает наносить дополнительный урон ЧДКЗ. Они же, в свою же очередь, хотят привлечь РФ в конфликт и устраивают взрыв на Красной площади и подставляют НАПА. После чего резко меняется тон Москвы, миротворческий контингент РФ входит в Чернорусь под разрешением ООН. После этого США должны вывести свои войска, но в Южном Загорье тайно остается отряд Лезвия, который в свою очередь ищет доказательства о военных преступлениях ЧДКЗ и находит документ, который раскрывает правду об истинных организаторах теракта в Москве, то есть о ЧДКЗ, и узнали, что ЧДКЗ в сговоре с командиром спецназа РФ ФСБ, который причастен к теракту. После этого правительство России выводит войска из Черноруссии, и это дало право армии США снова вмешаться в конфликт, после чего они за считанные дни уничтожают оставшиеся силы ЧДКЗ. За счет доказательств и убийства радикала из НАПА обеспечивается союз ЧСО и НАПА. НАТО остается в Черноруссии под предлогом безопасности в регионе, а участие США остается под грифом секретности. На минуточку, чтобы потом не было вопроса, в Arma 2 есть несколько концовок. Одна хорошая, несколько нейтральных и одна плохая, в которой происходит ядерный удар по Черноруссии. Как мы видим, в DayZ никаких ядерных ударов не было. А про средние концовки тоже не будем говорить, поскольку они ведут тоже к более-менее негативным последствиям, которые бы отразились на Черноруссии. Да и вдобавок, в Черноруссии полно натовского оружия, которое идет как доказательство о хорошей концовке. После войны страна очень быстро восстанавливается. Это видно по новым городам, таким как Новодмитровск, Новопетровка, Североград, Светлоярск и другие деревни. Страна развивается политически, создаются новые партии. Например, ЧДКЗ. Она уже известна не как террористическая группировка, а именно как партия. Также ЧСО сотрудничает с США, и НАТО выделяет ЧСО своих инструкторов. Но что же могло пойти не так? Что привело к страну к такому кризису и насколько все глобально и долго? Когда все началось? На эти все вопросы есть ответы. Начнем с легкого. Все началось с 2019 по 2020, ведь об этом говорит билборд с картой Черноруссии, на котором написано про последнюю дату выпуска – 2019 год. Нам точно неизвестно, случайная эпидемия это или это вышедший из-под контроля эксперимент. Но в Arma 2 Origins есть одна деталь. Там есть нулевой пациент в виде ученого. Но в DayZ, к сожалению, такого нет. Хотя многие считают, что апокалипсис начался с северной части Южного Загорья, и это вышедший из-под контроля эксперимент. Давайте посчитаем все-таки так. Но этому все-таки нет утверждения, кроме трупов в лесу и Новотроицкой военной базы, где тоже складируются зараженные трупы. Вирус достаточно разный. Нам известны его симптомы, которые написаны в сельских больницах, где все расписано до малейших деталей. Все же непонятно, откуда и как он появился. Но все-таки известна главная деталь. Он достаточно заразный, ведь заразил Южное Загорье за несколько дней. Возможно, от 4 до 7 дней. Началась массовая эвакуация. Об этом свидетельствуют огромные пробки и новые конвои, которые были добавлены в игру. Между Камышевым и Солнечным мы можем встретить автобусы и грузовики. Также полицейские машины, которые сопровождали, скорее всего, их на эвакуацию. В эвакуации, скорее всего, участвовали и самолеты, которые приземлялись в Красноставе, Болотах, Северо-Западном аэродроме. Точно неизвестно. Самолет, который разбился об интернациональный отель, был участником эвакуации или обычным самолетом. Также неизвестно, через сколько заразилась Ливония и вообще была ли она заражена. Об этом чуть позже. Ведь там своя теория. Мы можем лишь по трейлерам сказать, что заражена не только Чернорусь, а заражена либо половина мира, либо чуть меньше половины мира. Но это все возможно, и это не утверждение. А теперь поговорим про именно сюжет DayZ.
Оуда знает, что на Зеленой горе было радиовещание, которое можно было услышать с помощью рации ночью. Звучало оно так. 3, 4, 9, 3, 4, 9, 3, 4, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 9, 3, 4, 9, 3, 4, 9, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 9, 3. Переводилось оно вот так. Стоп, это сообщение будет играть каждый час. Если оператор не отвечает, отключите его вещание. Не летите сюда, здесь вирус. В последующих патчах радиовещание было выключено, что знаменовало начало новой операции. Прежде чем начать следующий кусок видео, хочу предупредить, что в одном моменте я оговорился. Вертолет имеет эмблему ЧСО, так что не воспринимайте всерьез, я просто оговорился и не заметил этой детали. Просто изменили модель разбитого вертолета, эмблемы не меняли. В DayZ мы видим мир уже спустя какое-то время. С трейлеров становится понятно, что прошло более 5 лет. Но, кстати, в этом трейлере написано «прошло 5 лет, но я буду ждать». А до этого надпись вот «прошло 4 года и так ничего». Ну, либо это отсылка на фанатов DayZ, которые, как я, ждали релиза игры, либо это, ну, все-таки информация про сколько прошло лет. Но все же давайте возьмем на скидку, что все-таки это про время, которое прошло после апокалипсиса. Но за кого мы все-таки играем? Скорее всего, это обычный человек с иммунитетом, который каким-то образом оказался здесь. Хотя, возможно, вирус мутировал в более слабую форму, и мы не можем заразиться. Но что же тогда делать с упавшими вертолетами? Получается, на Земле вирус ослабел, но в воздухе стал до сих пор сильным. Ведь по сути они ж падают не просто так. Да, у многих мы слышим странные звуки после обновления 1.14, например, стрельбу. И здесь непонятно. Либо это стрельба из вертолета, то есть кто-то превратился в зомби и оставшиеся из экипажа отстреливается, либо по вертолетам кто-то стреляет. Но это как-то было бы странно. Но что если я скажу, что Чернорусь получилось отбить? И многие сейчас удивятся и скажут, ну, якобы как? Чернорусь заражена, Леония заражена, все страны заражены. Я отвечу, что в патче 1.14 модель Ми-8 переработали из обычной обгоревшей модели вертолета в вертолет с знаками отличия ЧСО, да и вообще модель была полностью переработана. Все это видно по знакам на самих вертолетах. На новых вертолетах красуется большой зеленый круг и желтая звезда. За эмблема ЧСО. Значит, получается, что ЧСО все-таки живы и помогает отбить Южное Загорье вместе с американцами. Но тогда вопрос, а как они умудрились это сделать? Ответ прост. В этом же патче добавляют химические артобстрелы с территории РФ и с территории основной Черноруссии. Что интересно, химическое оружие по X можно перевести как чума, если убрать черточку. Так получается, все эти 5-6 лет военные готовились к контрнаступлению? Получается, что так, но тогда не ясно, отбили они Южное Загорье или нет. Ведь в Арма 3 мы видим целую Ливонию, без заражения, а в Арма 3 действия разворачиваются в 2035 году. То есть за 15-16 лет военные смогли очистить мир от заразы? Это если брать в оборот сюжет Армы 3, конечно. Ну, есть еще одна интересная зацепка в Арме 3. На карте Мальден есть билборд с надписью «Сильные моменты в Черноруссии» или «Активные выходные в Черноруссии», а карта Мальден тоже 2035 года. Что это может значить? Либо Чернорусь очищена к 2035 году и восстановлена, либо настояло темное время, да, шуточки про темные времена, и люди берут билеты и отправляются в Чернорусь. Ну, либо людей насильно отправляют туда. Это как архипелаг. Но тогда все-таки не ясно, зачем это все делается.
Возможно, бы объяснила бы, почему мы появляемся на берегу с бинтом и химсветом. Ведь нам дали первоначально, чтобы выжить бинт и химсвет. Люди не знают, как насколько и тяжело и там выживается. Не думаю, что кто-то бы, когда пытался бы спасти зомби-апокалипсис, брал бы с собой ненужный химсвет, а скорее всего бы взял бы нож, бинт, консервы и другое снаряжение и теплую одежду, поскольку никак легкая футболка с легкими штанами не подходит для выживания в Черноруссии. В Черноруссии сейчас середина осени, и это не самый теплый период. Эта теория бы открыла бы глаза на многие ситуации, но все же в DayZ до сих пор слишком много загадок. Но большинство мы смогли раскрыть. И можем сделать всего 3 направления развития сюжета. Возможно, их будет и больше. Но хочу поговорить сначала про вторую, операция Феникс. И это я ее так назвал, звучит просто хорошо, для того, чтобы очистить мир от зараженных и восстановить целостность мира, то есть прийти к сюжету Армы 3 должны мы. Но тогда вопрос, сколько все это быстро и вообще как хронология идет? А хронология-то есть. Включается вещание радио на Зеленой горе, после чего военные начинают перегруппировываться. Вспомните обновление перед как раз таки артобстрелами, вроде бы на границе возле Ти слышалась стрельба. А что если эта стрельба не просто так? Это военные отбивают зараженные территории или отбиваются от зараженных после артобстрелов. Тогда это звучит хорошо, да? И тогда получается, что люди обстреливают Южное Загорье для того, чтобы добить заражение, зайти туда и уничтожить. А военные вертолеты, что же с ними делать? На самом деле, военные вертолеты это очень глупая ситуация, поскольку я думаю, если бы буквально вертолет 3-4 разбилось, этого было бы достаточно, чтобы прекратить летать над Черноруссией. Так что можно посчитать вертолеты как игровую условность все-таки. Но не буду говорить точно. После этого начинается как раз артобстрел с химическим элементом по X, который отравляет зомби, людей и многое другое. То есть Чернобыль должна быть вычищена полностью. Вообще без никого там не должно остаться. Но давайте все-таки рассмотрим и другие варианты. Выходных в Черноруссии, готов умереть. Звучит, конечно, глупо, но все же это может быть. Но все равно, в каждом из этих вариантов есть противоречия, и в каждом из них люди понимают, что в их новом мире нельзя никому доверять, ведь если не убьешь, будешь убитым, потому что это мир DayZ.